Всем привет! Финальный босс 7 сезона. Пока что еще первая фаза до усиления. Сразу к важному перейду. Видео нужно смотреть полностью, без перемоток, иначе ничего не получится. И также просто загрузив код, у вас тоже ничего не получится. Босс очень противный, и именно у данной команды очень много нюансов. И может получиться так, что, допустим, я бью 1,5 миллиарда, вы сделали просто что-то чуть-чуть не так, и у вас будет на миллиард меньше. То есть настолько огромная разница. Поэтому учитывайте все нюансы, которые я скажу. Это связано с боевыми навыками, то, как прыгают герои и какие клетки они в итоге занимают. Будет два варианта команд. Будем использовать в качестве саппортов Тамару, это в любом случае. И также будет у нас либо Натаниэль, либо Маштур. Маштуром будет урона больше, но с Натаниэлем тоже вариант довольно-таки достойный. Почти 500 миллионов набивает команда без пробуждений у дэмэдж-дилеров. То есть у нас первая Гуиневр, точнее не первая, а вообще без пробуждений. Ульвида, ну на стенке я не снимал, у нее первое пробуждение тут особо ничего и не дает. Также миллиард набивает уже команда с Натаниэлем и с пробуждениями у наших дэмэдж-дилеров. И почти 1,6 миллиарда набивает команда на фулл пробудах. Если бы была Настенка еще пятая, то урона было бы намного больше, потому что Настя здесь вносит очень много урона, так как здесь АОЕ урон, и ее перья дамажит просто очень жестко по всем этим целям. И в принципе она здесь неплохо наваливает. Причем именно пятая. Даже если четвертая, то уже не то. Нужна именно пятая. То есть будет прибавка прям существенная. Ну и давайте приступим к разбору команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем сразу с топовой версии, с Маштуром. Расстановка обязательно вот такая. Тут у нас Джин и уже в ряд идут герои. Внизу стоит Тамар, по центру Кульвида, бафает наших двоих дэмэдж-дилеров. И Маштура я ставлю за спиной у Гуиневр, потому что я играю именно через Гуиневр. Если у вас пятая Настя, то весь топовый шмот ставим на нее. И также если шмотка на пробив, у меня здесь нету ее, ну допустим у Гуиневр она есть, то соответственно Маштура тоже ставим за ней. Тайминги я использую вот такие. Без таймингов, у остальных вот такой вот цикл. Не нужно двигать там на 17, на 17,5, ставим именно 18 строго. И старты тоже именно вот такие. Не надо ничего там придумывать, что-то пытаться улучшить, сделайте только хуже. Вот поэтому строго именно вот такой цикл. Но самое важное это не только цикл, а ускорение. Кульвиды делаем обязательно либо 11, 12, 13. Все, не больше, не меньше, потому что это зависит от того, куда она и в какой момент прыгнет. Она получается отпрыгивает чуть-чуть раньше перед Женей, и Женя занимает нужную нам клетку, потому что перед этим там будет стоять Кульвида, она прыгает по всей карте, и так уж получается, что нам нужно, чтобы она оттуда убралась. Поэтому очень важно это именно ускорение. Сделайте больше, все, пойдет все не так. Либо она потом займет ту клетку, либо еще что-нибудь произойдет. Поэтому от 11 до 13 в ущерб любым характеристикам, там даже если в атаке потеряете, ничего страшного. Все делаем обязательно вот так. Это первый момент. Также сразу давайте по экипировке. Тут у нас раздача атаки, также раздача урона вокруг себя, ну и шмотки сделал на усиление скорости атаки. Талант поставил вот этот, потому что эксклюзивный нам тут в принципе не нужен. Зловещий знак это как раз дебаф, который не на урон, а на уменьшение урона. Команда тут стоит вообще без каких-либо проблем, поэтому даем талант именно вот этот. Уменьшение урона нам тут не нужно, то есть вот это топ урон, пусть он будет. Далее Гуиневр топ шмот, скорость атаки, ускорение вообще нафиг убираем. Вот у меня 0, у вас тоже должно быть 0. Если у вас там какая-то крутая руна с хорошими статами, но там есть даже там 5 ускорения, да, все, убираем ее. Потому что у вас ничего не получится. Вы потеряете от этого миллиард урона. И такая же история с Настенкой. Никакого ускорения. То у меня 0, все, у вас тоже должно быть 0. Будет хотя бы 5, Настя будет занимать клетку, которую должна занимать Женя. И Женя будет стоять просто тупить. Вообще не будет бить, просто будет смотреть. Все, поэтому обязательно делаем именно так. Тамара, куча ускорения и сет кукольника. Ну и также на дебафы. Вот эта шмотка, таланты используют эти. В принципе, это не столь важно. Нам главное продление ослабления. Все, живут они вообще налегке. Тут в чем
суть, что мы кидаем запрет по аналогии с Воришем, как мы ледяным взрывом били через Вориша. Тут абсолютно та же история. Мы кидаем запрет и счищаем боевым усиление с босса. Все, у него нет вот этих уменьшения урона, усиления защиты, все. Всего этого мы его лишаем с помощью боевого Тамара. В тот момент, когда будет висеть запрет. Получается, у нас остается соло-таргет, который просто неустрашимость разрывает на куски. Ну, Маштур, я его даже и не переодевал с воронки. Так вот он у меня и остался, вообще ничего не трогал. Тут не принципиально будет в чем он, главное щиты дать, да и все. Выживаемость тут на высоте, ну, точности дать для дебафа, все. Остальное все даже не важно. Вот это вариант у нас с Маштуром. И уже вариант с Натаниэлем. Тоже, на удивление, неплохо он сюда зашел. Дал ему просвет, ускорение. Ускорение даже особо не старался. Ну, чем больше, тем лучше, чтобы просто чистка. Нам здесь не столько щиты ему нужны с хилом, а именно чистка, которая срабатывает. Вот этого хила, который он дает с щитками, его, в принципе, и так достаточно. По поводу таймингов. С первым вариантом ничего у нас не меняется, но по Натаниэлю пробовал без таймингов бить, чтобы он постоянно щит кастовал, но это не профитно. Нам нужно, чтобы у нас щит висел именно в момент, когда у нас все начинают разультовываться. Поэтому лучше зациклить его именно вместе со всеми нашими героями, чтобы у них ульта была именно под щитом его. Все, выживаемость тут нам не нужна, они стоят вообще идеально. Свет без таймингов, все, вот так вот мы используем. Больше вообще ничего не менял, все, у всех те же шмотки, те же ускорения. Если вы вдруг все-таки перемотали, то вы, в принципе, нехорошо сделали. Ну ладно, я опять объясню. Тут тоже ускорение 0, тут ускорение 0, обязательно, вообще без вариантов. Ну и тут от 11 до 13 ускорения, и талант я взял вот этот. Все, это очень важно. Не больше, не меньше. Это для тех, кто перемотал. Экипировку можете посмотреть в прошлых вариантах. И что у нас поменялось по расстановке? Там, где стоял Маштур, я ставлю питомца, и на место питомца ставлю Натаниэля. Все, больше тут ничего от нас не требуется. Если вы все сделали правильно, у вас герои встанут в нужные места, бой пройдет вообще отлично. Я даже несколько боев подряд запускал, у меня даже фейлов никаких не было, то есть нет такого, что бой там пошел не так. Может быть, да, чуть-чуть разница в уроне за счет того, что там кого-то как-то оттолкнет, босс не так, либо еще что-то, и просто кто-то немножко съедет. Все, то есть это максимум, из-за чего может быть разница в уроне, небольшая. Если вы все сделаете неправильно, просто загрузили код, то у вас разница может быть в 2 раза, в 3 раза меньше. Вот, поэтому очень важно учитывать вот эти моменты с ускорениями, потому что от этого зависят вот эти их прыжки и то, куда они по итоге встанут, кто освободит кому клетку и так далее. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, все ссылочки в описании. До скорых встреч, всем пока.